Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет о годе владения, год совместной жизни с Audi 4 B7. Кто первый раз на канале, плейлист я оставлю. Это проект наполовину, потому что проект купить, сделать, продать, это для себя. Вся судьба ее с момента покупки до сегодняшнего дня есть на канале. Я в телеграм-канале своем спрашивал у подписчиков, кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал, снимаете ли годовщину владения с Audi 4. Все ответили, да, снимай, нам же интересно. Поэтому сегодня поговорим о ней. И, конечно же, самый главный вопрос, сколько было на машину потрачено денег и в каком состоянии кузов. Поэтому досмотрите это видео до конца. Состояние кузова вы можете сами оценить, посмотреть, в каком все состоянии, как все выглядит. Я лично доволен. Прошло уже больше полугода с момента окончания кузовных работ. И вот мы можем увидеть качество. В дальнейшем я хочу снять видео сравнений с Passat B6, ходовые качества, езда, маневры, может даже устроим заезд друг с другом. О ремонте кузова было 4 видео. И закончилось тем, что я обработал днище и стаканы, что я вам крайне рекомендую сделать. Когда я покупал эту машину, 3 декабря 2022 года, вот 3 декабря 2023 был год владения, но искал я ее раньше. Было видео подбора, сначала F8, потом она. И все машины, которые я смотрел, ни на одной не было защит днища, ни на одной, даже мелких. С одной стороны, хорошо, я могу оценить состояние днища, то, что машина не бита, но мне, как педантичному автомобилисту, это как нож по сердцу. Днище не обработано, защит днищ нету. И меня это просто разрывало. Сейчас я уже морально спокоен. Я обработал все днище, установил защиты и теперь уже сделал так, как я хотел, под себя. Страховка, замена масла, техосмотр, замена от шестигранника, то, что я сделал. Даже $4 я посчитал, что у меня передний левый суппорт начал делать мозг. Я сразу заехал, не все резинки предыдущий владелец занал, видимо, на хреновенькое СТО, и не все резинки поставили уплотнители. Суппорт работает, все хорошо, по тормозам, по всему все нормально. Короче, поехали. Первое видео страховки, оформление. Да, кстати, оформление автомобиля тоже посчитал на себя. Я посчитал все до копейки. $138. Восстановление Серегой кузова обошлось в $1329. Ну, там Серега говорил, что другому человеку это стало бы в 2 куска, потому что у меня были скидки, ну, все мы там рассказали. И обработка днища полностью $232. Получаем $1699, грубо 1700. Но учитывайте, ребят, в эту сумму вошло, опять же, повторяюсь, для тех, кто в танке и кто любит умничать, ну, у кого сложно в этой жизни, наверное, совсем, поэтому любит погрызаться в комментах, и оформление автомобиля, и страховка, и техосмотр вошли в эту сумму. Это на любой автомобиль вы это потратите. Не пройдете техосмотр, заплатите штраф, все равно потратитесь. Все равно эти затраты не окупятся. Это в любой автомобиль вы эти деньги, грубо говоря, похороните, потому что это необходимость. И это не окупается. Плюс в эту сумму, как ни у кого нет защиты днища, все сломают защиту, либо что-то не хватает, снимают все нахрен и выкидывают. Весь комплект защиты, опять же, $80. Обработка днища и стаканов $232. Плюс работа. Если вы это будете делать не сами, а на СТО каком-то, вам сейчас очень много популярная тема стала обработка днищ, потому что новые джили, вот американский автомобиль более современный, нигде на заводе особо не обрабатывается. 3-4 года и уже так рыжня лезет. Поэтому сейчас очень популярна пескоструйная обработка, антикоррозийная обработка днища, вот такие вот СТО. Очень набирает популярность, это реально выгодная тема и полезная для автомобилистов, потому что переварить автомобиль, запомните, 1329 это я потратил серегиными скидками Игорька, который варил пороги, сделал это качественно, а еще нужно найти хорошего мастера, как Серега и Игорек. И плюс болгарочно-сварочная работа, это отдельный прайс. То есть за $2000 можно перевалить. И $300, что потратил на обработку, и днище, это гораздо дешевле, чем потом переварить весь автомобиль. И в эту сумму, опять же, входили, помимо этих 300 на днище, и накидки на сиденье. Салоном я доволен. Вот сейчас реально мне салон в кайф, все красиво и хорошо. Вот они реально добавляют внешнего вида красиво, они мне понравились, такие же в B6 стоят. И они, ну, не как, грубо, они сидят нормально, не как чехлы
поюзанные, сползает сиденье. Здесь все хорошо зафиксировано и красиво. И очень просто и легко машину убирать, мыть салон, то есть они не мешают, и они мне очень нравятся. Также есть затраты, которые я уже не считаю, потому что суть проекта была купить автомобиль, довести до ума, чтобы все было исправно и хорошо. И вот эта сумма 1690, ну 1700 долларов, вот в нее и вошла. И я могу сказать, что проект полностью состоялся. Почему? Потому что сумма покупки ее, сумма вложений, это то, что она сейчас стоит. Даже немного дешевле, можно еще и накинуть пару сотен на нее, и она уйдет быстрее, потому что очень много машин я вижу и с жуками, и проблемы, что-то горит на приборке, то есть не совсем это хорошо. То есть в этом плане я в ноль вышел по-любому, я ничего не потерял. Это ответ тем, кто смеялся, что ты себе подобрал, нашел и так далее, кто смеялся в комментах. И для таких же людей повторяю в очередной раз, уже не помню в какой, то, что я знал, что я беру, и я видел. И покупка здесь была принципиально для проекта. Я звонил Сереге, говорю, такие проблемы, сколько с меня возьмешь? Серега, скинь фотки, скинь видео, я посмотрю. И мы в режиме онлайн обрабатывали эту всю информацию, когда я искал и авоську, и ее. Я уже понимал, что это встанет. И проект состоялся, но нужно подходить ко всему с умом. А затраты те, что я прошел по-новому техосмотр. Опять же, уже год прошел. Заменил масло в очередной раз. Ну и долил, кстати, нюансы некоторые, которые с B6 немного не пляшут. Первое, я привык к электроручнику, здесь механический, но ничего, переживем. И второе, я привык к электроусилителю, а здесь гидрач. Поэтому и пришлось целых 20 рублей или 25, 3,5, сейчас порядка 7 долларов, 7-8 долларов, чуть-чуть меньше, потому что 3 с лишним, там 7 с чем-то долларов потратить на банку жидкости гидроусилителей и долить. Такие колоссальные затраты, просто жуть. Вот. И в целом по автомобилю радует, конечно, мягкая подвеска, радует то, что перед зимой я загнал на СТО, у меня все подвеска, вся ходовая живая, все работает, все хорошо, а я думал, что я раздолбал рычаги. Но вот после зимы нужно будет заехать, потому что все равно снег замаскирует все ямы, и пару раз я все-таки влетел. Надо будет посмотреть, может, что-нибудь я и сломал. Но в целом дороги у нас хорошие, поэтому если в целом отзыв по автомобилю, все зависит, конечно, от вашей географии. Потому что если вы живете на Крайнем Севере, вам, в принципе, дизель не нужен. Если у вас плохие дороги, то передняя ходовая вас разорит, да и задняя потом тоже сдохнет. В этом плане. А в целом по езде, по скоростным характеристикам, по двигателю, да, его можно чипануть. 140 можно сделать, и 16 стекло по 170-180 и примерно 400 моментов, в стоке 320. Она поедет повеселее. Можно чипануть, можно еще поиграться насчет коробки, кстати. В B6 преимущество 80 километров по коробке. Кто давно на канале и кто подписан, в топе 3 на 3-м месте по просмотрам видео. Делаем быстрее. Помните мой B4 Passat? Мы здесь же его и снимали, помню, в свое время. Мы там заменили коробку, поставили самую длинную ASD. И автомобиль поехал на 2000 оборотов уже меньше 2000, вернее, уже было сотка. 2500 оборотов было уже не 120, а 135 км в час. И на 3000 также скорость увеличилась, по-моему, на 5-6 километров. Не 150, а, по-моему, 157, 156, вот так уже было. Поэтому здесь можно то же самое сделать. Поставить, заморочиться, найти коробку подлиннее, также по каталогам и аналогам. Можно заморочиться, здесь же ставили V6. 2.5 дизель, 3-литровые дизеля были. И здесь по машине видно, что под двойной выхлоп подрамник сделан. Можно двойной выхлоп сделать, поменять бампер, для понта сделал двойной выхлоп. Можно найти коробку механическую от 2.5. Точно так же, как сделали на Audi A8 D21.9. Помните, было такое видео, тоже достаточно популярное на канале. Можно сделать также и здесь. Но преимущество в том, что, вернее, нюанс, то, что 2.5 V6, то есть 3 цилиндра в длину, а здесь 4. Поэтому придется играться с опорами двигателя. Более безболезненный вариант — это поставить, конечно, более длинную коробку сюда. И машина станет также быстрее. Можно чипануться. По отзывам нравится комфортная подвеска, маневренность, мягкость автомобиля в целом, ну и комфорт мне нравится в машине. Минус для семейных людей, но это будет в отдельном видео сравнение, но здесь скажу то, что да, она меньше по салону, по багажнику, чем B6. Тот попросторнее будет, по длине, потому что он длиннее, по-моему, на 16 сантиметров.
в этом плане плюс будет другим людям. Но это все отдельно, видео, сравнение ходовой, всего остального, поведения, маневренности, это будет с большинством отдельное видео. По автомобилю я уже решил для себя точно, потому что 1.9, ну это не то, что нужно этой машине. 1.9 можно на Шкоде кататься, на Пассате, на Гольфе каком. Если это Audi, то уже должна быть пободрее по динамике. Ну, я так считаю. Поэтому только 2 литра, только 16 стекло. Поэтому B6 и она 16 стекло. Ну, там и разные двигатели. Но это, опять же, отдельная тема разговора. Поговорим в следующем видео. Ну, конечно, 1.9 можно щипануть, и коробку поставить, что там 5-ступенчатую, может 6-ступенчатую засунуть, но все равно. Для меня сразу ищите 2.0 и катайтесь. Поэтому в том видео первом же, где я искал и подбирал, я об этом и сказал. Я искал именно 2.0 16 стекло. Но никакого вариатора, ребят. Только механика, либо типтроник, если вы ищете квадруху. Никакого вариатора, потому что машина почти 20 лет, пробег за 300, и она встанет. Сейчас она стоит для красоты, для видео, а так у вас машина встанет, потому что она ехать никуда не может. Будете искать этот вариатор, менять, он будет снова ломаться. Короче, это поставите механику в итоге все равно. Поэтому ищите сразу на механике, никаких вариаторов. Если только он контрактный, есть подтверждающие документы, есть гарантия, вам продают. И то рискованно. Гарантия закончится через полгода. Что дальше делать? В итоге радует автомобиль в целом, потому что все работает, все довели мы до ума, езжу, наслаждаюсь. И как большинство для тех, кто будет такие машины покупать, сразу, ребята, мониторьте и заказывайте подсветку номера, который я в свое время заказал, то работает все хорошо. Механизм заднего дворника тоже работает. И это не работало у всех универсалов, которые я смотрел, когда выбирал этот автомобиль. У кого-то кузов получше, похуже, технически какой-то пробег больше, меньше. Но у всех как на подбор. Кто будет смотреть себе такой автомобиль, да и в B6 в целом, про B6 я не скажу, но почему-то у них, у всех не работал дворник, подсветка номера относительно, кто-то работает, кто-то не работает, но там уже столько, блин, дырок саморезами насверлили, что здесь уже теплофоны фиг прикрутишь, блин, надо уже, я не знаю, паять и по паянному снова саморезом, блин, сверлить отверстие, либо просто покупайте такой же, как и я, снятый с контрактной машины, с англичан, распилили, сняли и прислали. Поэтому, ну, вот эти два сразу, блин, ищите, мониторьте, покупайте машину, покупайте это. Насчет защиты днища, чуть не сказал двигателя, хотя и защиты двигателя тоже много где нету. Защиты днища тоже нету ни у кого, поэтому тоже ищите. Если вам это не принципиально, и вы там обмажете так по-жлобски, ну, дело ваше. Решайте сами. А на этом пока все. Вот итоговая цифра и... В принципе, что подписчиков интересовало, в каком состоянии сейчас кузов, потому что уже прошло больше полугода, сейчас уже январь, а закончили в июле, соответственно, уже полгода уже прошло. В июне, вернее, Серега все закончил, в июле я обработал днище, так что прошло 7-й месяц уже пошел, рыжня не вылезает, ничего не вылезает, много где дают гарантии месяц, здесь уже прошло полгода, нигде не рыжни, так что Серегу я рекомендую, несмотря на то, что мы с ним друзья. Потому что как мастер он реально крут и хороший, и постоянно модернизирует свои знания и умения. Поэтому отзыв о сравнении с B6 будет отдельное видео, там я расскажу про ходовые качества, про преимущества ходовой и минусы стоимости, потому что она здесь мудреная, более чем в B6, но мягче. Но об этом всем в следующем видео. Спасибо большое за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Счастливо, увидимся!